that we will never deviate from these discipline, these rules. Что мы никогда не нарушим эти правила. Suppose when I use this mantra К примеру, когда я on a person использовал who is эту bitten by the мантру, snake, которого укусила змея, and when he is brought to life и again, когда жизнь к нему вернулась, and afterwards if I receive some money or if I expect something from that person, и если я, значит, после этого получу какие-то деньги или у меня будут какие-то ожидания по отношению к этому человеку, any sort of reciprocation from that person, какое-либо вознаграждение, да? Ну, или любое вознаграждение от этого человека, from that moment this power will go, it is gone. в No, этот no же more момент is эта this. сила исчезнет у этого человека. This is like a lock. И это как накладывается замок, то есть человек больше не может, закрывается эта возможность. As long as we are strictly following this, it works. Otherwise, it does not work. И так долго, сколько мы можем, значит, придерживаться этого правила, оно работает. Как только мы его нарушаем, оно исчезает. And also, personal discipline in daily life is also important to be able to use these powers. И также строгая дисциплина повседневной жизни необходима для того, чтобы использовать And also, такие способности. the power of these mantras will act only when we are constantly practicing harmlessness. We don't do any harm to anybody И in также any эта form. мантра работает, когда мы постоянно практикуем без непричинения вреда, да. Either physically or mentally. И физически, и ментально. So it is very strict spiritual training. То есть это очень жесткий духовный тренинг. Otherwise, if they do not put these strict discipline, otherwise persons will misuse these things also. И если Manipulate other people. не будет такой жесткой дисциплины, то что? Тоже? Люди неправильно начнут это снова. Неправильно. Если нет такой жесткой дисциплины, то невозможно правильно применять эти способности. Many people, there are some persons who are very much initiated in this particular mantra of this snake. There was a person who was very famous. If he receive, even when the patient is very far, if somebody calls him by phone and informs him such person is bitten by a snake, he is going to die, immediately he uses this mantra from here and makes the person listen just. That person is saved even through this also. Such is power. Даже есть такие случаи, когда, например, тот, кого укусила змея, находится на расстоянии, и если кто-то рядом набрал целителя, и тот дает ему телефон, пораженному, произнеся эту мантру, происходит исцеление. Даже такие случаи есть. So it is for the whole life that this person has to maintain this discipline, for the whole life. If he deviates, that will not work. Но условие, что тот, кто получает такую возможность, он всю жизнь должен строго следовать очень жесткой дисциплине. Если он ее нарушает, значит, эти возможности исчезают. So he has to use it only to save other person, not for any personal benefit. И он может использовать это только для того, чтобы спасать других людей, без всякого личностного пользы, вознаграждения от этого.
Then another aspect is what is called a yantra. И другой аспект понятия, который мы рассмотрим, называется янтра. Yantra is it is also a system of meditating upon certain shape, certain drawing, Янтра – это процесс particular медитации drawings, на определенной форме или изображении. by meditating upon this, it will channelize the required energies. И через эту медитацию на этом изображении происходит формирование канала энергии. For example, I will just make some of these drawings. Для примера я нарисую. What is this? A five-pointed star. Что это? Это пятиконечная звезда. We know it very well Мы очень хорошо ее знаем. because at Christmas time you find many of these stars. Потому что на Рождество Arrange. очень много этих звезд. But what for these stars are there, nobody knows. Но для чего там эти звезды, никто не знает. These 5 points of the star, they represented our 5 senses. И эта пятиконечная звезда представляет наши 5 чувств. So, a meditation on this 5-pointed star Медитация на этой пятиконечной звезде, and when you put a central point to the star, если мы поставим точку в центре этой звезды, so this central point represents our mind, because mind is the 6th sense. It is the sense through which works through all these 5 senses. то это означает, что это тот ум, который действует через эти 5 центров Он является шестым и чувством. является сам по себе 6-м чувством, потому что You действует через can, чувства. you can make a drawing of this 5-pointed star perfectly Вы on a можете sheet, сделать хорошее изображение пятиконечной звезды, шить ткань или На листе. на листе. and you can keep it in your meditation room, you can keep it in your bedroom, Ее можно so держать в that your комнате mind is медитации repeatedly focused on it. или в спальне, чтобы глаз постоянно на ней фокусировался. And after some time, even without a drawing before you, just you think of this and this drawing stays in your mind. И через время, как только вы вспоминаете, она будет появляться в вашем уме. And the best use of this method of meditation of this 5-pointed star with this Лучше- center is, Наибольшая польза от этой медитации, от медитации на эту пятиконечную звезду. you face the rising sun Вы поворачиваетесь к восходящему солнцу and stand like this. и становитесь вот таким образом. So now you can see the 5-pointed star. 1, 2, 3, 4. Мы видим в таком Five положении points. пятиконечную звезду. So you stand yourself as the 5-pointed star То есть мы сами становимся как пятиконечная звезда. and meditate yourself as the 5-pointed star. Медитируем на себя как на пятиконечную звезду на восходе солнца.
with the central point in your heart center. И с шестой точкой в вашем сердечном центре. When you meditate like this, И когда вы медитируете так, your mind and your senses, they will not make any disturbance. Then they come under harmony. тогда наши чувства и наш ум, они приходят в покой, то есть ничто их не беспокоит, они находятся в Your состоянии mind will гармонии. become free. It will be freed from all the fears and depressions and all these things. Ум освобождается от всех страхов, впечатлений и подобных вещей. Интересно. Завтра пробуем. Tomorrow morning, oh, please stay. Yeah, in your house also, you know. It need not be at the ocean or anything. In your room also, you can turn towards east, stand like this, and start meditating. You are the point. You are the 5-pointed star. Ананта поправил мне, что для этого не надо видеть восходящее солнце над морем, то есть можно дома повернуться на восток лицом и выполнять это упражнение. When you do this, you will yourself experience how your mind is getting free from all these vagaries and fears and all these things. Если вы это будете практиковать, вы убедитесь, как страхи и прочие чувства, все, что беспокоит нас, уходят из нашего ума. And there is another drawing. Make the 5-pointed star, and starting from this, you draw this. These circles around it. И есть другое изображение, пятиконечная звезда, и начиная с верхней вершины вы описываете несколько не окружностей, наверное, спирали, потому что он делал мне 5 circles around it. Мы делаем 5 кругов вокруг звезды. Connecting from here, Начиная с верхней вершины мы делаем 5 кругов вокруг нее. Spirals. Spirals. 5 витков спирали вокруг нее. And finish where? 5 times and then leave like that. То есть делаем спирали с 5 витков, начиная от верхней вершины. This, whenever your mind is very much disturbed, По часовой стрелке. and when your mind is very disturbed and is drawn very much to all the directions and many things and И confused and когда disturbed, наш ум предельно смущен, то есть мы там, значит, находимся в очень неуравновешенном состоянии, then you start meditating, making such drawing, and then all these disturbances will be neutralized and mind becomes tranquil. И если мы это делаем, то наш ум постепенно успокаивается, и все беспокойства исчезают из ума. Когда мы рисуем, Когда мы медитируем, нарисую и медитирую, ну или просто медитирую. You have to keep looking at it and keep meditating. Надо смотреть на Until that него time- и медитировать. Until you have to keep looking at the drawing until that time, that after some time, when this drawing completely stays in your mind, and even without looking also, if your mind, you think of this drawing, so till that time you have to keep your eyes focused to that drawing. То есть надо концентрироваться на этом изображении и медитировать. Да. Ну а со временем, вот этот, если вы там делаете это продолжительное время,
этот рисунок, он может как бы отпечататься в вашей памяти, и вам уже не нужно будет на него смотреть, ну, Просто для представить, достижения этого эффекта, вы да, легко его будете представлять. When your mind is drawing you towards your lower nature, towards your instincts, especially most dangerous is this sexual nature, mind dwelling on sex and all these things. Then when you start meditating on these things, then the mind gets released from all these things, and that is how you have to overcome these things. И когда наши мысли притягиваются к негативу, к чему-то отрицательному, там, то, что нас привлекает, особенно это касается сексуальных инстинктов и наваждений, значит, вы если медитируете на эту мантру, значит, это уходит освобождает ум от того, что нас отвлекает и привлекает. Then I'll give you another very universal, very important yantra. И я дам еще одну очень мощную, универсальную, очень важную янтру. Make a circle Мы делаем круг and draw a cross in the circle и крест внутри круга and connect the arms of the cross with a square. соединение вершины креста делаем квадрат. This is what is called Narayana Yantra. Это называется Нараяна янтра. This is the very highest, because this is the yantra which reveals us all the plan of this creation. Это очень важная янтра, потому что она позволяет нам входить в понимание всего плана мироздания. You know, in the Vedas, in the scriptures, Вы знаете, что в Ведах, в священных писаниях, the Lord as Vishnu is described as having 4 arms. Господь Вишну изображается как имеющий 4 руки. And those 4 arms are represented by the 4 arms of the cross. И эти 4 руки, они представлены 4 отрезками креста, или как это? And Brahma is described having 4 faces. Брахма обозначается, изображается с 4 ликами. So these 4 sides of the square, that represents the 4 faces of И Brahma. эти 4 стороны креста, они Четыре символизируют стороны квадрата. квадрата, символизируют 4 лика Брахмы. In the scriptures, symbolically it is said that this Brahma, 4-faced Brahma has emanated from the navel, from the center, because there is a lotus coming out from the center of, navel center of Vishnu, and when the lotus opened, then Brahma came out.
navel center. So Значит, символически описывается, From что the из navel. пупочного центра Вишну родился Вышел лотос. вышел лотос, и из него появился Брахма. And this square and this cross, and this is also a representation of the four quadrants. We have, for example, every day we have four quadrants, такой квадрат. four parts every day, from sunrise to noon. When from sunrise to noon is one part. For example, you take this as east. So from sunrise to mid-noon, Четыре отрезка. and from noon to sunset. От восхода до полдня, значит, это один отрезок, ну, я не знаю, как он Мне называется. кажется, это четверть. Да. Четверть, да. And from sunset to midnight. От полдня до вечера это второе, от вечера до And from midnight to полночи sunrise again. третий, и от полночи до восхода четвертый. То есть есть четыре части. Like that we have four parts of the day. Four parts. У нас 4 дня, то есть день Четыре рождения. части дня. 4 Each part, части дня. each part of 6 hours each. 4 И into как 6. продолжительность каждого 6 часов есть. So 24 hours. Итого 24 часа наших суток. So 24 is the number of Gayatri. И 24 это число Гаятри. So this yantra, И это янтра, that is what you see most of us, we use this yantra. и on вы our можете, ring, что on our ear. многие из нас имеют это на перстнях или на цепочке, на кулонах. So that yantra, Это янтра. anyone can meditate upon this because that is universal. На нее каждый может медитировать, потому что она универсальная, космическая. So this circle represents globe, the whole Круг universe это is base. Four cardinal signs. изображение космоса, сферы. And you have also these four signs represent the four cardinal signs in the zodiac. И также эти представляют 4 кардинальных знака There зодиака. are so many four cardinal signs in zodiac. И они обозначают 4 вершины кардинального. Cardinal. 4 вершины. 4 вершины кардинального креста зодиака. So therefore, these are all universal symbols. Cross is a universal symbol. It is not limited to Christianity. Поэтому крест это универсальный символ. Он не принадлежит только We have to cross that христианству. limitation. Они должны преодолеть свои, здесь игра слов, они должны преодолеть свои All these ограничения. symbols they are not limited to any religions. То есть все символы универсальные, они не ограничены никакой религией. Cross limitation. Здесь игра слов, кросс, преодолеть ограничения, и это же слово кросс. То есть преодолеть преодоление. То есть кросс это по-английски крест, а также преодолеть. То есть христианам надо преодолеть свое сопротивление. И получается кросс слово преодолеть свой крест, свое ограничение. For example, moon is declared by the Islamic people as their symbol of their religion, but moon is universal. How it can be limited to one religion? Также, к примеру, ислам считает, что Луна это символ их религии. Ну, как нечто космическое может принадлежать религии. So that is their limitation. Their limitation. They wanted to make this only
Moon means limited to our religion. That is how it can be sun, moon, all these are universal. It can, Everybody can feel that sunrise is in my house only. you know, the mystery every day, Вы знаете, что ежедневная мистерия, the mystery every day is that for our solar system there is only one sun. что для нашей Солнечной системы существует всего лишь одно Солнце. So, for the person who is there in Odessa, we feel that, oh, sun is rising here only in Odessa. Но для тех, кто находится где-то, например, здесь в Одессе, у них появляется ощущение, что Солнце, взошло сейчас для Одессы, только для Одессы. For the person who is in St. Petersburg, appears our sun is only rising in St. Petersburg. Тем, кто в Питере, им кажется, что Солнце вошло только здесь у них. And for the fellow who is in Visakhapatnam in India, we also have the ocean like this. We see, oh, in Visakhapatnam sun is Точно rising. так же там у них есть море, океан, они, значит, It itself is a чувствуют. mystery that every person feels that the sun is rising for himself only. И в этом мистерия, что каждый человек чувствует, что Солнце восходит только для него лично. So there are not so many suns, one sun of Ukraine, one sun of India, one sun of Belgium like this. There is only one sun for the whole Существует только universe. одно Солнце для всего космоса, для всей Солнечной системы. Но каждый чувствует, что лично для него. So we have to reach that level of consciousness. For that we have to meditate upon these things to cross all these limitations. Необходимо подняться на этот уровень сознания, а для этого делать все эти практики, которые мы говорим. Of course, Медитировать, в том числе на эти янтры. every being, every sun, every being in creation has his own sun as his soul. Ну и кроме того, мы должны помнить, что у каждого существа в самом деле есть его собственное солнце, это его собственная душа. The only one sun is manifesting as the soul in all the beings, millions of beings. И единственное солнце всей Солнечной системы, оно проявлено во всех существах Солнечной системы. So Как this is душа всех этих существ. this symbol, И этот символ, irrespective of any religion, anyone can meditate upon this symbol, and this is very auspicious symbol. Принадлежит всем, и каждый может медитировать на него, и это очень auspicious. 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 Auspicious means that which keeps us Бога. Священный. in the God consciousness, and which can dispel all the evil. Священный — это тот, который может удалять все зло. Auspicious. So yantra means it is the plan, because this, for example, this yantra Янтра gives you также the plan of this whole creation. она, вот эта янтра, которая последняя, она, кроме всего прочего, включает в себя весь план всей Вселенной. You know, there is a circle and cross and the square. Круг, крест и квадрат. So the circle gives you the circular path. It is circular path, like how all these solar systems are moving. Круг показывает также, как движутся все тела в Солнечной системе. And even our when we are getting into the womb of the mother, the development of the embryo is also circular path. И даже когда человек находится в утробе матери в форме эмбриона, он также постоянно вращается внутри. And there is the mystery in this is there is this, I have told you,
Just like how we have 4 quadrants in a day, we have